Рассказ называется «Смерть на кладбище». Лет 10 назад я жил в Калининграде, в районе под названием Остров. Так вот, одно из любимых занятий калининградской молодежи – гробокопательство на старых немецких кладбищах с целью обзаведения стильными немецкими трофеями и драгметаллами, в основном в виде зубов. Есть такое кладбище и остров Часовенки на острове. Тогда оно было почти не разграблено, так как какие-то умники в 50-х годах прорыли канальчик, из-за которого местность подтопила, появилось болото, и все основательно заросло всякой растительностью. А тут канальчик наконец-то замыло, и 2 года подряд было очень сухо, место стало проходимым. И вот, одним августовским утром, мой друг по кличке Карпуха потащил меня туда, наобещав мне несметные богатства. И ведь не обманул Курилка. Сзади неусердного компания мы стали обладателями 2 десятков золотых фикс, нескольких монет золотого кольца и пары сережек, плюс серебряного барахла общим весом 170 грамм. Когда стало темнеть, я собирался домой, а Карпуха решил остаться, чтобы утром продолжить изыскание на местности. Когда я уходил, он все еще лопатил землю. На следующий день у меня была запланирована поездка на Голубые озера. А вот еще через день мне позвонила его мама и поинтересовалась, не знаю ли я, где находится ее чадо. Это меня не насторожило, так как Карпуха любил заложить за воротник и делал это регулярно. И только спустя 3 дня после того, как я покинул место копания, я отправился туда снова, прихватив с собой еще одного приятеля, счастливого обладателя браунинга, нарытого копателями. Добравшись до места, мы обнаружили то, что мне иногда еще снится по ночам. После того, как я ушел, Карпуха умудрился наткнуться на место захоронения жителей Кёнигсберга, погибших от бомбардировок союзников. Это был слой костей толщиной около 1,5 метра, а в 5 метрах от этой ямы навес из полиэтилена в углу фундамента и труп Карпухи. Он сидел, забившись спиной в угол, глаза были открыты, а на лице была такая застывшая гримаса ужаса, что я, увидев его лицо, сам чуть не умер от страха. Приятель же сел и стал икать. Сотовых тогда не было, так что, отойдя от столбняка, я сказал другу, чтобы он побыстрее спрятал свой пистолет, а сам пошел домой вызывать старую добрую милицию. Пока они приехали, пока я довел их обратно до тела Карпухи, наступил вечер. И вот, придя на место, менты стали все осматривать и расспрашивать меня, так как я их вызвал и последний видел живым Карпуху. На улице совсем стемнело. И вдруг парень, который был с ментами, вероятно стажер, он был чуть старше меня, подозвал старшего и сказал ему, посветив фонариком на труп Карпухи, а он точно мертв, а то, кажется, он только что моргал. И в этот момент лицо трупа, которое уже вроде бы разгладилось, стало опять искажаться в ужасе. Как они орали. Правда, я тоже не отставал. Стажер этот ломанулся прочь с воплями, я за ним. Сзади мой корефан стартанул так, что мы его не догнали. Потом уже эксперт-криминалист пытался объяснить мне, из-за чего это произошло. Но я его не слушал, потому что не верю, что лицо человека, умершего 2 дня назад, может взять и ожить. Да у него даже глаза на мгновение стали живые. В заключении о смерти было написано, что он умер от разрыва клапана в сердце. Так и осталось непонятным, что же увидел Карпуха, от чего у него разорвалось сердце. Я думаю, смерть забрала его. Нельзя беспокоить умерших безнаказанно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.